Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней меньше, чем за месяц. Просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг, создание сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительные IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры и автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip. Здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что
Приятного вам просмотра. Доброго времени суток, уважаемые зрители. Так получается, что я впечатлен работой GPT-чата, и он показал себя очень хорошо. То есть буквально там за 89% недельного лимита он построил достаточно много. У меня есть даже ощущение, что, может быть, Cloud Code справился бы менее экономно. То есть я проверил его в действии, посмотрел, как он работает по ценам. То есть вот, допустим, да, там Cloud Code, ну, конечно, он молодец, вопросов нету. То есть он самостоятельно работает уже днями у меня. Если говорить про GPT, то я ему даю задание, он справляется. Если я посидел на аккаунте за $20, то, видите, просто за один день, если бы я покупал токены, то я бы заплатил больше $100. То есть можно сказать, что за неделю, так, 123 плюс 40, это 166, 170, 179, 180 где-то, да? 180 это почти что в 9 раз я отбил стоимость GPT-чата по подписке. То есть это, я считаю, что он смог кодить, он смог выполнять рутины, просто идти и все делать по инструкции. И я бы даже сказал, что он более старательно выполняет инструкцию. То есть рутины, когда я поручаю Cloud Code, он, наверное, чаще забывал. А антигравити, ну, то вообще не умеха, ничего у него не получается. Даже существующую рутину там на 35 шагов выполнить, быть оркестратором, подергать нужные скрипты в нужной последовательности по чек-листу, он не справляется абсолютно. Вот, так что я думаю, я буду докупать новую версию GPT. Почему? Потому что в недельную версию Cloud Code я уже упираюсь, а здесь разрабатывается сайт по хакатону. Кстати, интересно, он сейчас работает или нет. Ну, мне кажется, что он на самом деле работает. Давайте глянем, что он там. Да, вроде бы работает или нет. Второе замечание было тонким и правильным. Документ приемок перечисляет, какие спеки писал разработчик и на каком основании. Это реестр отступления от правила. Мой случай туда не попал, и через месяц он выглядел бы обычной независимой приемкой. Дописал второй случай прямо в правила. Так, он ничего не говорит про факт, работает он или не работает, но наш дэшборд показывает, что он не работает, значит, его нужно триггернуть, чтобы он продолжил работать. А ты что, перестал работать над разработкой? У тебя луп не сработал, или ты его забыл заводить по времени? Ты его вручную заводишь, наверное, да? Вот эта вот строчка, если вы удивитесь, откуда она появилась, ее можете скачать. Если вы зайдете на GitHub Vibe Code Blogger, вот здесь вот будет вот эта вот штука. AI Agent Setup Abstraction, Cloud Code, Status Like, Context Window Usage Bar Model. Просто заходите сюда, там, на GitHub, скачиваете себе, допустим, download zip, и этот zip уже читаете у себя на компьютере вашим искусственным интеллектом. Он вам то же самое настроит, чтобы у вас красивенько так отображалось и удобненько. Так, это Cloud, кодекс. Не переставал, работаю прямо сейчас, и луп не мой ручной. Луп заведенный срабатывает сам. Те повторяющиеся сообщения, где что лежит порядок работы. Это и есть его срабатывание по расписанию. Каждое из них я отрабатываю как очередной круг. Вручную я его не завожу и по времени не подкручиваю. То есть он продолжает фигачить. То есть он фигачил 48 часов. Чем занят в эту минуту? Ветка с приемкой снимка экрана в гейте. Только что вернулась с замечанием. Один измененный файл остался без несущего стража. Сейчас закрою. За ночь после вашего последнего сообщения. Влито 10 изменений. Снесено 8 отработанных деревьев. Доведено до конца требование про снимок в баг-репорте. С честным оранжевым статусом, а не подобным зеленым. Сужен диагноз по репозиторию, уходящему в баре. Единственное, где я действительно остановился сам. Ветка с якорями координат. 12 кругов ревью, и каждый мой заход закрывал одну форму записи, вскрывая другую. Припарковал с запиской, вместо того, чтобы продолжать кружить ночью за ваш счет. Я считаю, что если это в приоритете разработки, и если это должно быть сделано, то в любом случае, сколько бы кругов не надо было заходить, если ты что-то находишь, это шикарно. Ты молодец, что видишь недостатки прошлой разработки и закрываешь это все. Так что можешь кружить столько, сколько необходимо, просто чтобы задачи закрывались в обозначенной мной приоритетности. Хорошо, значит, он работает и работал, а мы можем спокойно перейти к нашему... Интересно. Неограниченная и более быстрая генерация изображений. Я не знал, что такое есть. Так, а у бизнеса возможность подключать Google Диск, Slack, GitHub, Linear, Figma и другие сервисы. А что, в обычных нельзя? Мы заливаем через CLI на GitHub. Остальное я использую, в каких-то рутинах там Google Диск использую. Что-то там скачать или загрузить. Так что обычная,
наверное, пользовательская подходит. Чем бизнес, как я понимаю, отличается, что они обещают не обучаться на этом контенте. По умолчанию ваши бизнес-данные не используются для обучения. Я думаю, у меня нету такого масштаба, чтобы это было как-то для меня опасно. Пусть обучается. Ух ты, вот это сервис, вот это GPT, молодцы. А что мне нравится, мне не надо вводить никакие дополнительные данные, я просто там тыкаю увеличить подписку с $20 до 100, он уже помнит мою карту, и я могу просто нажать заплатить сейчас. Прикольно. Давайте проверим. То есть сейчас вот у меня статус, я ввожу статус, 11 осталось, а где-то здесь описано, какой режим у меня нету. Я не вижу во всяком случае. Ага, вот тут вот удобная ссылка на то, где смотреть лимиты. Это полезная информация, да, чтобы постоянно не дергать статус-бар. И я недельный лимит использовал за 2 дня. Ну, на самом деле, да, это хороший результат, потому что я такой, что недельный лимит за $20 могу за час использовать, и то, что GPT дольше продержалась, это вообще отлично. Давайте создадим, наверное, если здесь вот у нас идет о клауде, наша статистика подписки, сколько осталось, логично будет сделать, копировать, вставить, и сюда вставить вот эту вот статистику использования в тот ярлык. Так, сохранить. Сохранилось. Интересно. Так, допустим, если код нажать, пробуйте в своем терминале, попробовать в IDE, включить проверку кода. Ну, на самом деле интересно. Приложение недоступно в Linux, документы. Ну, ничешно. Так, заплатить сейчас. Барабанная дробь. Ну, да, надо усилить. Cloud код я уже не могу докупить, там 200 максимум выбрано в месяц, поэтому давайте. И появилось у нас уже сразу прикольно. Они еще какие-то дополнительные плюшки делают. $8 в месяц. Изучайте темы глубже благодаря более длительным разговорам. А там, когда начинаешь разговаривать голосом, то он говорит, у вас как конкретно закончилась голосовая подписка, но она настолько слабая, она настолько меня обманывала, ну, то есть говорит, запускаю глубокое исследование и ничего не делала, а потом говорит, ой, да, я не должен был говорить о том, что я исследую, что еще чуть-чуть, еще что-то там, а потом оказывается, что я ничего не сделал, но если хотите, я могу действительно сделать. Вот, ну, то есть вот это разговорный, он очень слабый, наверное, туда просто подключают какую-то легкую модель без доступа ко всему. О, лимиты. Codex Sparks. Какой-то новый появился. Давайте сравним, что это такое, потому что я не понимаю. Codex Sparks versus... Где у нас? Ой, да, вот это, конечно, Ctrl-Shift-C надо нажимать. Вместо вот этого 4.6 Sol для кодинга. Сравним именно для реального кодинга. CLI-агенты, длинные задачи, дебаг, рефакторинг и работа с большим репозиторием, а не по общему и к модели. Для качества кодинга я бы выбирал GPT 5.6 Sol. Все хорошо, значит, мы работаем в самой крутой модели. Длинные автономные задачи, дебаг, контекст 1 миллион, окей, а здесь 128. Хорошо, значит, мы уже работаем в правильной модельке. Ура, поздравляю, мы на новом тарифе. Так, что попросим сделать искусственный интеллект на новом тарифе? Где у нас тут есть ATMDD Dashboard, Hackathon, GPT, Rutina. Наверное, здесь он находится PopOS Build. Привет, посмотри, пожалуйста, в этом репозитории PopOS Build, где ты находишься. У нас есть ScriPy, Mirroring, отзеркаливание реального мобильного устройства. И он настроен сейчас, ярлык в футере настроен на M21 Android. Я хочу знать, можешь ли ты настроить то же самое отзеркаливание для iPhone, потому что к нам уже приехал iPhone, и надо его настроить тоже на вот такой вот дебагинг режим, чтобы он в режиме подключенности через кабель не выключался, чтобы на него через провод можно было загрузить наше приложение. Но ближайшая задача, ну, это я так тебе как перспективу, да, сказал, но ближайшая задача это просто я нажал в футере какую-то кнопку, и он у меня отзеркаливается, то есть я его вижу на своем Linux компьютере, и, ну вот, подходит ли эта же программа и для Android, и для iOS. Так, и давайте переименовывать, то есть это уже не то, что это GPT, я уже по интерфейсу могу понимать, хотя когда интерфейса не видно, то это не особо видно. Ну, нормально, могу просто ScriPy, да, Mirroring iPhone. Да, настроить кнопку в футере для iPhone можно, но не через текущий SCSP. SCSP поддерживает только Android. Он использует AT, запускает сервер на телефоне и предоставляет управление мышью и клавиатурой. Официальное описание SCSP, что уже выяснено. iPhone подключенный виден Linux Pause как устройство Apple. UXMUX уже установлен. Любимые девицы Utils пока отсутствуют. UXPLA или другого iOS зеркала пока нет. Ну, классненько, видите, как он хорошо, как это разработчик решения, а не разработчик проблема. Для ближайшей задачи оптимальная схема такая. Кнопка iPhone Mirror Linux запускает
Значит, UXPlay Ipkhani пункт управления повтор экрана. Экран Ipkhani появляется на Linux. UXPlay AirPlay приемник для Linux. Это хорошее и стабильное решение для изображения и звука, но есть ограничения. Поток обычно передается по локальной сети, даже если телефон одновременно подключен кабелем. Первый запуск зеркалирования нужно подтвердить на Ipkhani. Управлять Ipkhani мышью с Linux, как Android через SCSP, нельзя. Кнопка в футере может одним нажатием подготовить окно приемник, но Ipkhani все равно потребует выбрать его в повторе экрана. Документация UXPlay. Полностью проводной вариант на Linux технически значительно сложнее и менее надежен. Любимобили девицы обеспечивает сопряжение, установку приложений, дебуг соединения, screenshots и другие сервисы, но само по себе не является аналогом SCSP с непрерывным экраном и управлением. Документация любимобили девицы. По дальнейшей перспективе. Не выключать экран. На Ipkhani настраивается через AutoLock режим разработчика. Прямого аналога SCSP. Стаяваки у Linux. Инструмента нет. Загружать приложение по кабелю. Отдельная задача через iOS Developer Services. Подписи Provisioning. Для полноценной штатной iOS разработки и подписи все равно обычно требуется XFSODIM отсос. Linux можно подготовить для пайлинг, диагностики, логов и некоторых операций через любимобили девицы по мобили девицы 3. Мой вывод. Отдельный ярлык Ipkhani Mirror сделать реально. Для первого этапа я рекомендую UXPlay. Один клик запускает приемник, после чего на Ipkhani выбирается повтор экрана. Текущий M21 ярлык из SCSP останутся без изменений. Да, на iPhone я еще не залогинился, то есть это вот новый телефон, можно так сказать, то есть это старый был телефон специально для разработки и тестирования, но для меня это новый телефон, потому что он для меня новый. Вот, и он еще там не залогинен, там страна не выбрана, ничего. То есть на этой стадии ты можешь настроить отзеркаливание, и тебе ничего не нужно от мобильного телефона, я правильно понимаю? Или там надо как-то базово залогиниться, чтобы принять разрешение какое-то. Ну, и я даю полный зеленый свет, да, настраивай, пожалуйста. Пока я буду читать твой ответ, то ты уже все настраивай. Давайте посмотрим вообще, насколько отображается, да, PopOS Build и этот сеанс отображается. Ну, тут можем, конечно, продолжить эту сессию, но так как у нас уже есть браузерное решение, то мы от терминала особо не зависим. Давайте почитаем, что он мне ответил, потому что он уже начал работать, значит, он уже что-то мне ответил на мои вопросы. Настроить Linux части я могу прямо сейчас без доступа к содержимому Ipkhani и без AppleIt. Для первого фактического показа экрана телефон все же должен пройти базовый мастер настройки до домашнего экрана, подключиться к той же Wi-Fi сети и открыть пункт управления повтор экрана. Вход в AppleIt для AirPlay обычно не нужен. Если позже подключим USB-инструменты, на разблокированном Ipkhani потребуется один раз нажать «Доверять этому компьютеру». Начинаю. Поставлю UXPlay локально без вмешательства в M21, добавлю отдельный лаунчер и ярлык, затем проверю, что Linux публикует AirPlay приемник. Окей, получается, ближайшее действие это мне залогиниться на самом устройстве и подключиться к той же Wi-Fi сети, потому что он должен определяться как находящийся в той же Wi-Fi сети. Хорошо, тогда эта задача ясна. А что, он уже настроил, да? Готово. Ipkhani Mirror полностью настроен и уже работает на Linux. UXPlay установлен локально без RAD. Кнопка Ipkhani Mirror UXPlay добавлена в CSMITS рядом с M21. Приемник Papas Ipkhani сейчас запущен. Авахи подтверждает его публикацию по IP4 и IP6. Повторное нажатие кнопки не создает второй процесс. M21 из CSP не затронуты. Накати, пожалуйста, для этого ярлыка какую-то иконку, чтобы я узнавал, что это отзеркаливание айфона. Как-то мышка Не понимаю, как она срабатывает, или можно сказать, почему она не срабатывает. Что потребуется на Ipkhani? 1. Завершить базовый мастер настройки до домашнего экрана. Страну и сеть выбрать придется. 2. AppleIt для зеркалирования не обязателен, этот шаг можно пропустить. 3. Подключить Ipkhani к той же Wi-Fi сети, что и компьютер. 4. Открыть пункт управления повтор экрана по Ipkhani. После этого изображение появится на компьютере. Кабель может одновременно заряжать телефон, но само изображение передается по AirPlay через локальную сеть. Устпайлинг, Developer моде, отключение AutoLock и загрузку приложения по кабелю сделаем следующим этапом. Там потребуется разблокировать Ipkhani и один раз подтвердить доверять этому компьютеру. Окей, план понятен. Тогда регистрируюсь внутри нового устройства.